Уважаемые коллеги, я Мария Комарова, архитектор, действующий член Ульяновского отделения Союза архитекторов России с 2005 года. Вашему вниманию предлагается доклад на тему Google Earth Studio как привлекательный инструмент для изучения архитектурного и ландшафтного наследия. Первая киносъемка нашей планеты была произведена 6 августа 1961 года советским космонавтом Германом Титовым во время его орбитального полета. Этот цветной снимок Земли, сделанный человеком из космоса при помощи кинокамеры Convas Автомат, входящей в штатное оснащение кабины корабля «Восток-2», положил начало развитию технологий космической фотографии. В 2004 году Google, компания по разработке программного обеспечения, обнаружила, что более 25% запросов в интернете были связаны с положением объектов на земной поверхности, в частности, с поиском карт и построением маршрутов. В результате исследования был создан геопространственный сервис, который с 2005 года известен пользователям как Google Earth – планета Земля. 6 октября 2008 года Google совместно с корпорацией GeoEye запустила спутник для наполнения своего приложения изображениями и фотографиями земной поверхности с высоким разрешением. Уже более 15 лет свежие снимки, отснятые GeoEye-1, регулярно публикуются на геосервисе спустя всего несколько недель после съемки. В 2023 году планета Земля является одним из самых информационно насыщенных и совершенных воплощений концепции цифровой модели земного шара, предоставляющим детальные и объективные сведения, необходимые для развития сельского и лесного хозяйства, транспортной инфраструктуры. Программа располагает огромным хранилищем спутниковых и аэрофотоснимков от крупномасштабных геологических объектов до отдельных городских зданий и сооружений. В декабре 2018 года была создана бесплатная тестовая версия программы Earth Studio, требующая учетной записи Google и работающая в настоящее время только в браузере Google Chrome. Приложение представляет собой отлаженный веб-инструмент для анимации на базе изображений от Google Earth. Практически вся виртуальная модель Земли содержит трехмерные данные о местности, горы, долины и другие крупномасштабные топографические объекты. Огромное число городских центров и природные достопримечательности нашей планеты здесь представлены в высокодетализированной трехмерной геометрии. Для того, чтобы просмотреть все города с трехмерными данными непосредственно в Earth Studio, нужно выбрать параметр «Доступные 3D-области» в меню «Вид». Прежде всего, это территории, на которых расположены объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Программа работает на нескольких языках, в том числе и на русском. Готовые шаблоны с настройками видовых камер позволяют начинающим пользователям быстро и легко создавать визуализации с выбранных 3D-моделей. Цифровые инструменты компании Google, такие как планета Земля, карты и обзор улиц, нашли широкое применение в архитектурной сфере с первых дней своего создания. Многие практикующие архитекторы и реставраторы во время проектирования используют географические и пространственные данные для исследования условий на объекте, получения исходных изображений для документации и презентаций, обзора изменений пространства и форм с течением времени. Исторический центр итальянского города Пескьера-дель-Гарда с 2017 года включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Венецианские оборонительные сооружения XVI-XVII веков». На верхней фотографии, сделанной с самолета 1 сентября 2014 года на смартфон Nokia N97 Mini, четко видна полностью сохранившаяся планировка города-крепости, напоминающая по своим формам и очертаниям огромный красно-оранжевый цветок с 5 зелеными листочками, окруженный с севера пространством озера Гарда, а с других сторон – водными каналами реки Минчо. Выступающий над водой объем крепостной стены, здания с черепичной кровлей, арочные мостики и живописные островки ландшафта – все эти элементы просматриваются как на фотографии, сделанной вручную, так и на нижнем снимке, выполненном 15 июля 2023 года спутниковой системой Airbus для геосервиса планеты Земля. Город
Город Пескьера дель Гарда на историческом плане 1856 года изображен в виде двух островов, половин пятиконечной звезды, объединенных двумя мостиками над водным каналом. Внешнее укрепление крепости представляет собой выстроенную по периметру массивную стену с 5 остроугольными бастионами. Каждый из бастионов имеет свое название. Северный называется бастион Кверини, далее по часовой стрелке бастион Сан-Марко, бастион Кантаран, бастион Фильтрин и бастион Таньон. Внутри крепости на протяжении многих лет были построены различные здания, необходимые для военного городка. Со второй половины XIX века крепость прекратила функционирование по своему стратегическому назначению, а строения, находящиеся на Северном и Южном островах, были реконструированы и приспособлены под гражданские нужды. Сегодня Пескьера дель Гарда – это город искусства и архитектуры, зарекомендовавший себя как превосходное туристическое направление на национальной и международной арене, которые ежегодно посещают более 2,5 миллионов человек. Как выглядит современный исторический центр городка? Новые информационные технологии могут помочь ответить на этот вопрос. Здания, инженерные сооружения и природные ландшафты местности в данном исследовании представлены на нескольких кадрах, созданных в программе EOF Studio. Был использован шаблон «Облет вокруг». Высота камеры от цели была принята размером в 100 метров, а радиус облета составил 1100 метров. В результате визуализации 3D-модели было получено панорамное видео, на котором можно увидеть современное состояние всего архитектурно-ландшафтного комплекса, его инфраструктуры и примыкающих к нему территорий. Обратим внимание на бастионы. Сегодня все они являются смотровыми площадками, расположенными в парковой зоне. Средний канал, разделяющий северные и южные островки внутри крепостных стен, используется для стоянки частного водного транспорта и для выхода на прогулку по озеру. Застройка обоих островков представлена трехэтажными строениями с мансардным этажом и со скатной, преимущественно черепичной кровлей. На южном островке организована парковка для автомобилей. Портовая территория, расположенная с севера между крепостью и материковой частью, застроена и развита для стоянки и движения небольших прогулочных и грузовых судов. Здесь же находится крупнейшая итальянская верфь по обслуживанию и строительству кораблей для Гардского флота. Новый цифровой инструмент может быть полезен и даже увлекателен для развития важнейшего дисциплинарного навыка архитектора, а именно представление формы и пространства. Одной из задач настоящего исследования является сравнительный визуальный анализ данных, полученных из официальных источников и данных, воспроизведенных с 3D-модели. Замок Шамбур во Франции, построенный в первой половине XVI века по проекту гениального итальянского художника, архитектора и инженера Леонардо да Винчи, в 1981 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотография из книги «Замки и дворцы», выпущенной в 2003 году издательством Аванта Плюс, сделана с главного северо-западного фасада замка. На фото видно, что в тот период кровля северной башни была опоясана деревянными конструкциями для проведения ремонтных работ. Шамбур сегодня, каким вы его еще не знали, в ожидании создать в программе EOF Studio визуализацию идеальной модели архитектурного шедевра. На кадрах из видео видно, что все декоративные элементы кровли левой центральной башни закрыты прямоугольными объемами, похожими на строительные леса. Можно предположить, что 3D-модель замка была создана в соответствии с реальным образом здания во время проведения его реставрации по существующим размерам с учетом всех дополнительных конструкций, составляющих единое целое сооружение. Администрация замка Шамбур сообщает с официального сайта, что с мая 2021 по июль 2023 года были проведены мероприятия по ремонту и реставрации люкарен, световых окон и других декоративных элементов на кровлях 4 башен замка. На нижней фотографии, снятой в феврале 2022 года, видны установленные строительные леса. Фотография северо-западного фасада, представленная в верхней части слайда, была выполнена в июле 2023 года после окончания всех реставрационных работ. Проведенный анализ информации, полученной из официального источника,
и данных EOS Studio подтверждает, что созданные 3D-модели представляют собой не совершенные формы, а образы, которые обладают всеми признаками живых архитектурных объектов, приходящихся на определенный период времени. Компьютер и оснащенная руководством пользователя программа EOS Studio с готовыми цифровыми макетами городов или отдельных зданий позволяют создавать кинематографические, почти фотореалистичные анимации. Конечный продукт может быть применен в любых некоммерческих целях, например, в исследованиях, образовании и кино. Для того, чтобы определить, могут ли такие визуализации заинтересовать и привлечь внимание зрителей, в 2022 году было опубликовано несколько коротких видео в специальном плейлисте на канале «Звуки здания» видеохостинга YouTube. За год каждое из видео с 3D-реконструкциями архитектурных комплексов Италии, Франции и Австралии набрало разное количество просмотров – от 150 до 900, все с положительными откликами. Из этого следует, что приблизительно такое же количество человек ознакомилось или вновь встретилась с образами архитектурных шедевров. Синтез цифровых технологий и искусства сегодня позволяет посетить в удаленном доступе любую точку нашей планеты, оформленной прекрасным и удивительным миром архитектурного и ландшафтного наследия.